Смотрите, мы построили вот такую автоматизацию. Сейчас я покажу вам сначала, как она работает, а потом покажу, как ее строить. Значит, вот так вот выглядит эта автоматизация. Сразу покажу свой Google календарь, потому что эта автоматизация заточена на то, чтобы мы создавали задачи в Google календаре. Это тестовый календарь, то есть основной календарь я вам не буду показывать. Плюс также этот тестовый календарь синхронизируется с моим основным календарем в моем iPhone. Значит, смотрите, я открываю Telegram. Давайте включу автоматизацию. Я открываю Telegram. И в Телеграме говорю следующее. Создай мне событие, встречу на 10 марта на 16:00. Тема встречи изучение и использование искусственного интеллекта, то есть запись видео по изучению и использованию искусственного интеллекта с помощью сервиса N8N. Все, голосовое сообщение отправилось. Можно голосовое сообщение использовать, можно текстовое сообщение использовать. И сейчас мы заходим в наш Google календарь. И на какое число мы там? На 10 число. Вот смотрите, появилась встреча. Мы можем ее посмотреть, что это за встреча. Значит, встреча. Так, мы ее не редактируем, мы ее просто смотрим. Встреча. Запись видео по изучению и использованию искусственного интеллекта с помощью сервиса N8N. Также мы открываем Telegram. И смотрите, событие успешно создано. Тема видео искусственный интеллект и N8N встреча. Описание. Запись видео по изучению и использованию искусственного интеллекта с помощью сервиса N8N. Дата и время 10 марта 16 до 17, время московское. И я с помощью простого голосового сообщения сейчас создал себе в Google календаре вот эту вот заметку, которая также через 10 минут, потому что есть небольшая задержка с телефоном, также через 10 минут отобразится в моем телефоне, но не в Google календаре, а в основном календаре на iPhone. И эта штука работает сама с помощью искусственного интеллекта, но чтобы вас еще больше убедить, давайте я вам покажу следующее. Отлично. Ты создал сейчас встречу на 10 марта, но скажи мне 5 тезисных пунктов, что мы можем обсудить на этой встрече. То есть я не просто сейчас создал встречу, я прошу искусственного интеллекта создать мне тезисные пункты для того, чтобы эта встреча прошла эффективнее. И так по каждому делу. Вот 5 тезисных пунктов, которые мы можем обсудить на встрече, посвященной изучению и использованию искусственного интеллекта с помощью сервиса N8N. Введение, использование, практическая демонстрация, преимущества и будущие перспективы. И эта автоматизация, она подключена к искусственному интеллекту от ChatGPT, но вы можете подключить ее куда угодно, WhatsApp, Telegram, и работать с ней таким образом. Давайте в этом видео я вам покажу, как мы можем построить такую автоматизацию и взаимодействовать с ней. Так, сразу скажу, что я не программист, я не занимаюсь, я не знаю, что такое код, я не разбираюсь в коде. Поэтому вот этот вот сервис N8N мне зашел тем, что с ним можно взаимодействовать без кода. То есть он чем-то похож на сервис Make, но в сервисе Make нету возможности как бы масштабировать процесс. Он сильно ограничен. Мы всегда упирались в потолок. Плюс сервис Make, он дороже, чем, например, этот сервис. Поэтому я сейчас весь мир, мне кажется, активно использует сервис N8N для создания тех самых AI-агентов. Значит, в чем основная задача? То есть мы, чтобы не просто использовали искусственный интеллект для каких-то своих задач, а мы именно автоматизировали такие простые решения. Например, мне нужно забить в календарь даты. И вместо того, чтобы заходить в этот календарь, забивать там какие-то даты, я просто надиктовываю сообщение в ChatGPT, в Telegram, либо WhatsApp, можно мессенджер какой угодно использовать. И все. И агент, AI-агент мне создает, соответственно, по этой встрече мероприятие. Мы можем дальше уйти и создать те базисные пункты. Он также добавит в данные по этой встрече. И мы за несколько секунд подготовились к встрече, к которой раньше нужно было готовиться и создавать ее длительное количество времени. Значит, смотрите, у нас есть, предупредил, я не программист, поэтому если будут какие-то ошибки, сложности, неточности, то, пожалуйста, не судите меня строго и не ставьте дизлайк. Лучше поставьте лайк. Значит, смотрите, какие у нас есть возможности, какие у нас есть пути для того, чтобы создать такую автоматизацию. Первая возможность. Вы можете скачать мой шаблон автоматизации. Вот этот вот шаблон автоматизации и просто нажать на кнопку
вставить, то есть зарегистрироваться для начала необходимо в любом случае в сервисе N8N. Ссылку, наверное, я приложу сюда, но в принципе в Гугле можете найти без проблем. Дальше, значит, вы можете, давайте еще одно окно открою, да, для того, чтобы было удобно. Дальше, значит, вы после того, как пройдете регистрацию, кстати, лучше проходить на почту Gmail, там меньше проблем возникнет с регистрацией, ну вообще каких-то проблем не должно возникнуть. Это мой тестовый аккаунт, значит, у вас будет такое окно после того, как вы зарегистрируетесь, и здесь у вас есть возможность просто вот так вот нажать Import from File и загрузить сюда, соответственно, тот файл автоматизации, и у вас тут же буквально за несколько секунд будет подключена вот такая вот автоматизация. Где взять этот файл? Файл находится в первом закрепленном сообщении. Вам необходимо перейти в Telegram-бота, написать ему, и, соответственно, он вам расскажет всю информацию о том, как вы можете получить этот файл и вступить в наше сообщество, где где мы сейчас начинаем формировать большое количество таких подобных этому шаблонов для создания автоматизированных AI-агентов. Плюс там уже есть шаблоны для Make, может быть, кому-то надо для того, чтобы использовать, соответственно, их в своей работе. Поэтому ссылка находится под этим видео в закрепленном сообщении, либо в описании к этому видео. Окей, значит, второй путь, как вы можете создать себе такую автоматизацию. Это создать сейчас вместе со мной пошагово эту автоматизацию. Значит, давайте как раз этим займемся. Значит, смотрите, мы попадаем в такое пространство N8N. И здесь нам необходимо, мы здесь будем с вами пошагово создавать ту самую автоматизацию. Первое, что нам необходимо сделать, это найти Telegram. Telegram это Telegram, куда мы будем отправлять, соответственно, наши письма. Значит, куда мы будем отправлять, соответственно, наши задачи, наши, может быть, голосовые сообщения. Выбираем OnMessage. И здесь нам необходимо выбрать Telegram аккаунт. Если у вас новый аккаунт, у вас, скорее всего, нету никакого Telegram аккаунта, поэтому вы нажимаете Create New новый Telegram аккаунт. Видите, он у меня под номером 3 в этом аккаунте. Здесь нам необходимо ввести тот самый токен от Telegram. Значит, токен от Telegram находится и продолжает находиться в том же самом bot Fuzzer. И здесь нам необходимо нажать на кнопочку New Bot, прописать, соответственно, название этого бота, прописать еще раз название этого бота, и вы получите ссылку и тот самый токен. Копируете этот токен для своего бота и вставляете его, соответственно, сюда. После того, как вы его ставите, здесь появляется зеленое окно, что все окей, ваш бот создан, ничего больше делать не нужно, нажимаете Save и переходите. Все, после этого выбираете своего Telegram-бота, нажимаете ОК, все, ваш Telegram-бот создан. Теперь он работает и взаимодействует. Вы можете его потестить, например, нажать «Тест», зайти по ссылке от BotFuzzer, он дает вам ссылку на ваш Telegram-бота, и вы ему можете написать что-нибудь типа «Привет», да, «Привет». И после того, как вы ему напишете, он вам в ответ ничего не напишет, но зато вы увидите, что бот уже принимает сообщение, он уже работает. Окей, значит, следующее. Что нам необходимо следующее сделать? Нам необходимо для начала посмотреть, какие варианты существуют. То есть мы можем отправлять в свой календарь, либо отправлять искусственному интеллекту для того, чтобы он забивал данные в наш календарь, два вида сообщений. Первый вид сообщений — это текстовые сообщения, ну что-то там забей в календарь такие-то, такие-то данные. И второй вид сообщений — надиктовывать голосовые сообщения. Значит, давайте сначала разберемся с текстовым сообщением. Нам необходимо создать текстовое сообщение. Для этого нажимаем вот на этот плюсик, выбираем Data и Edit Feed Set. Если что-то говорю неправильно, тоже, пожалуйста, не поправляйте в комментариях, хотя можете поправить, там будет активность и будет большее количество просмотров на видео. Значит, здесь пока мы ничего не используем, просто можете нажать сюда, здесь выбрать, так как мы уже отправляли сообщение, вот это наше сообщение «Привет». Мы берем просто этот текст и сюда выставляем. И здесь мы прописываем, здесь ничего, здесь все оставляем на месте. Все, мы создали прием так называемых текстовых сообщений. Окей, значит, можем потестить и посмотреть, как это работает. Но мы уже протестили, он, в принципе, отправляет нам сообщение. Второе, нам необходимо сделать, ну, давайте протестим. Хотя он никуда, наверное, отправлять не будет, но
чтобы просто загорелось зеленым. Давайте тест нажмем и напишем что-то, например, не привет, а пускай это будет пока. Хорошо. Все, видите, все, автоматизация работает. То есть наши сообщения доходят до системы, и она их видит, она их читает, она понимает, что не так или что так с этими сообщениями. Значит, дальше. Нам необходимо сделать прием голосовых сообщений. Что для этого необходимо сделать? Мы выбираем отсюда, мы ищем опять Telegram, и здесь выбираем, значит, Message Actions и выбираем файл, то есть get a file. Вот, File Actions, файл. Выбираем файл, то есть все голосовые сообщения в Телеграме идентифицируются как файлы. Соответственно, здесь необходимо прописать файл ID, у нас его пока нет, мы просто сюда что-то вводим. И здесь выбираем наш Telegram аккаунт, который мы только что создали. Значит, тип файл и, соответственно, get file. Все, прописываем какие-то слова, буквы, что угодно сюда пишите. Нажимаете ОК. Значит, сохраняем всю эту историю. Ну, либо можем сначала переименовать, да, тестовая автоматизация календаря. Окей. Тестовая автоматизация календаря. Значит, нам необходимо сейчас протестировать эту всю историю и отправить, соответственно, файл, то есть отправить голосовое сообщение. Это тестовое голосовое сообщение, нам необходимо, чтобы оно просто пришло. Все, отправляем и смотрим, пришло ли оно сюда. Все, оно пришло, но выскакивает ошибка. Ошибка выскакивает по причине того, что у нас нет файла ID. Но сейчас мы записали тестовое голосовое сообщение, у нас появился этот самый файл ID. Мы его берем просто отсюда и сюда добавляем. Все, файл ID готов, все работает. В следующий раз, когда мы будем записывать сообщение, оно уже будет, то есть ошибка это уйдет. Ну, давайте еще раз покажу. Давайте включим, чтобы все было пошагово и понятно. Тестовое сообщение номер 2 должно все прийти. Открываем нашу автоматизацию. Все, видите, загорелось зеленым, то есть все работает. Голосовые мы можем отправлять, текстовые сообщения мы можем отправлять. Но для того, чтобы наша система понимала, где, то есть сама определяла, где голосовое, где текстовое сообщение, нужно поставить сюда, соответственно, switch, распределитель. Давайте его найдем. Switch, вот, распределитель. Значит, пока ничего в этом распределителе изменять не будем, мы просто уберем вот это вот текстовое и голосовое сообщение и поставим сюда switch. Значит, нам необходимо настроить этот switch. Настраивать мы его можем двумя способами. То есть первая настройка это наше текстовое сообщение. Вторая настройка это наш голос. Значит, первое мы прописываем сюда, что это voice, да, наш голос. Здесь выбираем exits, то есть чтобы он отправлял это сообщение дальше после того, как он понял. И здесь выбираем файл ID. Файл ID. Окей. Да, это у нас наш голос. Видите, появился voice. Voice мы отправляем сюда, чтобы голосовые все уходили сюда. Но нам еще необходимо отправить текстовые сообщения. Так как он сейчас видел последнее сообщение наше было голосовое, для того, чтобы было текстовое сообщение, нам необходимо в Телеграме написать какой-то текст. Например, давай еще раз. Привет. Вот что-то такое напишем и отправим. Значит, здесь идет тест. И он, видите, дошел до сюда, но он понял, что это не голос и не отправил его сюда. Он здесь остановился. Зато у нас сейчас появилась такая функция, вот как тест. Вот текст. Вот этот текст. То же самое мы здесь выбираем, что он дальше отправляет его. И сюда вставляем. Вводим его название, что это будет текст. Да? Текст и голос. Все. У нас есть текст, у нас есть голос. Сейчас мы можем протестить, что текст, что голос. Но давайте пока не будем, потому что я знаю, что это как бы все работает, но будем двигаться дальше. Значит, дальше нам необходимо, чтобы наше то сообщение, которое мы ему отправляем голосом, чтобы оно переводилось в текст.
Потому что ChatGPT, искусственный интеллект, он воспринимает только текст, он воспринимает голосовые сообщения, но ему наши голосовые все сообщения необходимо первоначально перевести в текст. Поэтому необходимо сюда подключить нам искусственный интеллект уже для расшифровки из голосового сообщения в текстовое сообщение. Значит, мы выбираем вот Advanced, выбираем OpenAI и выбираем, соответственно, транскрибация записи. Вот, транскрибация записи. И здесь нам необходимо сейчас подключить наш аккаунт от OpenAI. Как его подключить? Вводим сюда Create New Account. Переходим на сайт платформ openai.com. И на сайте платформ openai.com нам необходимо перейти в настройки и перейти в API. Здесь создать новый секретный ключ и, соответственно, добавить его вот сюда. Я этого делать не буду. Здесь ссылки, все оставляем предыдущие. Дальше мы выбираем тот аккаунт, который мы создали. У меня это пускай будет аккаунт 3. Дальше, значит, аудио, транскрипт and record, input data file. Окей, вроде бы все окей. Нажимаем ОК, и теперь у нас, смотрите, что будет происходить. После того, как он определит, что это голосовое сообщение, он отправит его OpenAI для того, чтобы он расшифровал это голосовое сообщение. Если это будет текстовое сообщение, он его просто отправит сюда. Давайте сейчас проверим. Сначала текст, ну пускай так будет. Посмотрим, вот, сработал, перешел в текст, и дальше он хочет куда-то его отправить. И теперь голосовое. Тестируем голосовое сообщение и расшифровку. Давай. Все, голосовое. То есть мы можем посмотреть, что он на выходе, то есть понял, что это голосовое, отправил как файл, и ChatGPT расшифровал нам это сообщение. Пока все работает. Дальше, значит, нам необходимо, то есть мы как бы основную задачу мы сделали. То есть мы можем отправлять сейчас текстовые, голосовые сообщения, создали бота. Сейчас нам необходимо сделать следующий элемент. Следующий элемент — это уже подключить непосредственно искусственный интеллект. Значит, что мы делаем? Мы выбираем сюда и подключаем AI-агента. То есть того самого агента, который все эти данные будет обрабатывать. Вот он таким образом выглядит. Мы отправляем ему голосовые сообщения, мы отправляем ему, соответственно, текстовые сообщения. Значит, для того, чтобы он понимал, какую задачу этот агент решает, то есть, например, ChatGPT, нам необходимо ввести в него промпт. Так, давайте все это сохраним. Ввести в него промпт. Значит, какой промпт мы будем использовать? Для того, чтобы создать промпт, я захожу в ChatGPT. И мне достаточно версии там 4.0, самая простая, самая бесплатная, самая дешевая версия. И мне необходимо зайти в свой телеграм-канал, где собрано больше 10 тысяч различных промптов. Кстати, наш бот вам предложит подписаться на этот телеграм-канал, поэтому ссылка находится под этим видео. Переходите, скачивайте не только шаблон, но и получайте доступ в базу промптов. Промпты на английском языке, на русском языке, плюс здесь будет большое количество шаблонов по N8N. Шаблоны, которые мы сами используем для своей работы. Мы сейчас потихоньку пишем по ним инструкции, пишем по ним видео, соответственно, все эти шаблоны будут доступны здесь. Значит, что мне необходимо сделать? Мне необходимо найти шаблон для инструкции. Вот он таким образом выглядит. Значит, смотрите, N8N. Когда мы вот заходим в AI-агента, у нас здесь есть такая штука, как добавить системное сообщение, System Message. И здесь есть вот такая вот штука для того, чтобы это системное сообщение добавить в виде промпта. Но ChatGPT, для того, чтобы весь процесс быстрее работал, нам необходимо ввести в формате XLM. Я не скажу, что это за формат такой. Еще раз говорю, я не программист, я просто отправляю ChatGPT следующее. То есть я прошу ChatGPT создать мне тот самый формат. Я ему пишу: смотри, это шаблон, и по нему необходимо мне создать промпт в формате XLM. Это просто ознакомься с ним, окей. Значит, здесь что? Здесь у нас название агента, здесь описание агента и, соответственно, дальше инструкции для этого агента. Мы сюда будем прописывать инструкции. Дальше, значит, я отправляю ChatGPT следующий промпт. Также он взятся с моего телеграм-канала. Я отправляю ему следующий промпт. Так, оригинальные промпты, либо промпты на русском языке. Давайте найдем промпт на русском языке для того, чтобы
он тут же уже создавал нам промпт на русском языке. Знаете, как удобно, да, вот он по хэштегу мы можем найти любые промпты, а здесь огромная база промптов собрана. Значит, я пишу следующий промпт. Мне нужна помощь в создании простых и понятных инструкций для моего агента в N8N. Этот агент будет иметь доступ к моему Google календарю, ну и, соответственно, здесь все полностью описание тех действий, которые нам необходимы. Я ему отправил этот промпт, и сейчас он мне должен, по идее, создать промпт в формате XLM, который я просто возьму и скопирую в свой Google календарь. Давайте посмотрим, что он создаст. Значит, агент для управления событиями в Google календаре. Он может искать, создавать, обновлять и прочее делать. Соответственно, Event Manager, то есть он его назвал как Event Manager. Обеспечить удобное управление событиями, то есть его задачи и инструкции. То есть он прописывает по каждому направлению инструкции, которые, соответственно, он будет использовать. Я теперь просто беру и копирую, соответственно, этот промпт. Копирую и захожу в своего AI-агента. И здесь в AI-агенте я удаляю вот этот вот промпт и записываю сюда этот промпт. Все. То есть, смотрите, при обновлении события спрашиваю у пользователя, какое событие изменить. При удалении события уточняю, какие события удалить. При конфликте во времени информирую пользователя о занятых слотах и предлагаю альтернативные доступные временные интервалы. То есть, в принципе, да, вот такая инструкция. Сейчас он видит время, которое сейчас находится, то есть он синхронизируется, грубо говоря, с интернетом, не знаю, как это правильно сказать. Вот, и окей, значит, у нас есть инструкция, у нас есть агент, и единственное, нам еще необходимо здесь сделать следующее. Нам необходимо здесь задать, в каком формате будут приходить к нему запросы. А в формате будут приходить текстовым, потому что OpenAI, так, давайте мы берем текстовый и сюда копируем. Что OpenAI, то есть после обработки текста Whisper, что текстовый запрос, он будет все равно приходить в формате текста. И мы, соответственно, здесь прописываем, что все данные в тебе будут приходить в формате текста. Он это понял, и все, мы его отключаем. Окей, значит, он теперь является агентом с мощным промптом для того, чтобы добавлять данные в нашу таблицу. Но прежде чем он будет добавлять данные, необходимо узнать, кто это будет делать. То есть нам необходимо выбрать модель. Я выбираю модель ChatGPT, он с этой задачей вполне справится. И выбирая также наш привязанный уже аккаунт, выбираем модель, которую он будет использовать. В принципе, сюда можно поставить и 4 обычную, сюда можно поставить и 3,5 версию. То есть выбирайте самую дешевую версию. Я сейчас не буду сравнивать тарифы, потому что они меняются. Я выбираю ChatGPT 4o, мне в принципе этого достаточно. То есть я выбираю ChatGPT 4o, и с ChatGPT 4o, соответственно, будет выполнять все эти задачи. Все, ChatGPT 4o будет выполнять эти задачи. Хорошо, модели мы выбрали. Дальше, значит, нам необходимо прописать память. Что такое память? Память — это возможность сохранять, то есть понимать контекст, если мы ему задаем несколько вопросов. Например, мы ему задали только один вопрос, у него в памяти будет один вопрос. Если у нас чат там больше 5 вопросов, он помнит, соответственно, 5 вопросов. Можем 50, 10, но зачем? Нам необходимо как бы экономить деньги и сильно там не растрачиваться на этих ботов. Значит, хорошо, мы выбираем, так, не показал, да, что делать. Давайте удалю. Значит, мы выбираем следующий раздел Memory и выбираем вот этот вот блок, добавляем его и здесь пишем, сколько необходимо иметь как бы окно, то есть окно памяти. Сколько оно? 5, 10, 15, 20. Я остановился на 5, за последнюю неделю, что я тестировал этого бота, 5 вполне достаточно. Значит, следующее. Мы выбираем здесь вот этот вот данный и необходимо прописать ключ. Для того, чтобы получить ключ, нам необходимо сейчас протестить этого бота. Давайте мы нажимаем «Сохранить» и потестим, то есть как он будет работать. Нажимаем, напишем ему просто «Тест». И видите, вот он сказал, что ошибка возникла вот на этом этапе. Но зато у нас появилась возможность, вот, появились вот эти вот данные. И сюда мы, соответственно, вбиваем, который должен называться Message ID. Вот, Telegram Trigger Message ID. Мы его сюда добавляем. Да, сюда добавили.
Все, значит, Telegram Message, Message ID, 5 контекстных окон, хорошо. Значит, нажимаем «Сохранить». Следующее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо прикрутить тот самый Google календарь. Значит, Tools, инструменты, вбиваем в поиске календарь Google. Значит, что нам необходимо здесь сделать? Во-первых, привязать свой Google календарь. Как это делается? Мы заходим вот в этот инструмент, нажимаем привязать со своим Google аккаунтом, связываете профиль со своим Google аккаунтом, и он у вас здесь отобразится. Я привязал, вот мой Google аккаунт. Значит, что я выбираю? Я выбираю вручную настройку. И здесь, после того, как вы привяжете свой Google календарь, у вас появится, соответственно, здесь ваши календари. Если вы хотите, вы можете в любой момент зайти в Google календарь и создать здесь новый календарь. Вот здесь вот нажимаете «Создать новый календарь», например, тестовый календарь, и чтобы потестить, посмотреть, либо основной календарь. И дальше все это будет синхронизироваться там с вашим айфоном, если вы там тоже войдете на свой Google аккаунт. Хорошо, значит, я буду использовать тестовый календарь, выбираю тестовый календарь и выбираю, соответственно, действие, которое необходимо сделать. Create. Действие, которое создает. Но давайте сначала посмотрим действие, которое просто просматривает события, которые здесь, соответственно, происходят. Значит, здесь мы прописываем название этому боту, то есть не то, что этому боту, здесь мы расписываем, что он делает. То есть я пропишу просто, что он ищет события в Google календаре, поиск событий в Google календаре. Хорошо, значит, дальше нам необходимо ввести его базовые настройки, то есть где он будет брать те самые данные, где он будет просматривать. Значит, что он должен просматривать? Я считаю, что он должен просмотреть description для начала. То есть я добавляю description, добавляем, чтобы он сам сгенерировал. Здесь вот добавляем description. В description он должен прописать старт и время для создания события. Значит, после, что он должен прописать? Прописываем такую фразу, то есть конец и время создания события. Значит, вот мы выбираем так, как неудобно с нее нажимать. Значит, вот он формирует нам сам формулу, мы просто сюда прописываем старт и время создания события. Хорошо. И здесь вот то же самое. Так, не попал. Старт и время создания события. Все. Все. У нас здесь все готово. И теперь у нас он может просматривать, наш AI-агент может просматривать наш Google календарь. И следующим шагом нам необходимо сделать вывод. То есть опять мы сюда добавляем Telegram, для того, чтобы он нам писал ответное письмо. Telegram. И здесь добавляем ответ. Send text message. Выбираем наш Telegram аккаунт, выбираем сообщение, выбираем отправить сообщение. Здесь необходимо прописать чат ID. Для этого мы пока просто вот так вот внесем данные, потому что у нас нету этих данных пока. И здесь текстовые сообщения, тоже у нас нету этих данных. Сейчас, когда мы его протестируем, соответственно, все эти данные появятся. И здесь, и все. Значит, давайте сохранимся и протестируем, соответственно, для того, чтобы все эти данные здесь появились. Нажимаем тест. Ну и давайте как голосовым. Скажи мне, есть ли у меня какие-то записи на 6 марта? Вот, можем посмотреть, как он работает. И отправил сообщение. Вот, он не смог отправить сообщение, потому что он не знает, что отправлять. Но всю цепочку он как бы просмотрел, и вся цепочка у нас сейчас работает. Значит, нам необходимо здесь только внести в разделе текст. В разделе текст надо ввести данные о выходе, output. Ищем. А в разделе чат ID надо внести данные о сообщении, message ID. Вот этот вот message ID мы сюда вносим. Так, 456 убираем. Message ID сюда вносим. А в разделе текст нужно вывод. То есть ответ, который он нам сформировал. Вот, output. Ваш календарь на 6 марта не содержит никаких событий. Ох, не туда зашел.
Так, здесь у нас, значит, ничего не должно быть. И здесь вот output. Окей. Значит, все. У нас здесь все настроено. Сейчас мы сохранимся и давайте заново проверим. Давайте посмотрим на какой-нибудь календарь. Например, на 8 марта. Спросим его, есть ли у нас какие-то планы. Есть ли у нас какие-то планы на 8 марта? Посмотри в календаре. Все. Так, успеем? Нет. Вот процесс. Он смотрит. Отправляет искусственному интеллекту, формирует ответ. И опять ответ не пришел. Почему? Да, опять ответ не пришел. Сейчас посмотрим, в чем была ошибка. Вот. Мы можем спросить, здесь встроен искусственный интеллект, то есть спросить, почему, да, он не справился, соответственно, с этой задачей. Давайте его попробуем еще раз протестить и посмотрим, может, все же он отправил. Потому что иногда пишет, что не отправил, а на самом деле отправил. Нет, сообщение не пришло. Он говорит, что необходимо проверить идентификатор чата. Вот этот вот чат ID. И, скорее всего, он неверный. Так, давайте еще раз отправим. Да, я понял, в чем ошибка. Значит, мы ему отправили сообщение, он должен был идентификатор чата взять. Так, вставляем это же сообщение и проверь, есть ли у нас событие на 8 марта. И запускаем тест. Все, видите, он начинает работать, проверять. И не отправил сообщение, да. Потому что здесь, значит, нужно было не message, а message Telegram триггер. Вот он, Telegram триггер, message и чат ID. То есть у нас нужен чат ID, а не message ID. Чат ID. Вот он. Так, нужно... Как же неудобно. Значит, это мы удаляем. И вот этот вот чат ID мы сюда вставляем. Окей. Сейчас должно все работать. Давайте сейчас проверим. Опять копируем это и опять ему отправляем. Все. Он нам ответил. На 8 марта у вас запланировано следующее событие. И, соответственно, рассказывает нам, какое событие у нас здесь запланировано. Все. То есть он сейчас может просматривать наш запрос. Давайте еще на всякий случай проверим сразу же, чтобы он понимал и голосовые. Посмотри, запланировано ли у нас какое-нибудь событие на 9 марта. Посмотрим, как он работает. И вот с голосовым, видите, возникла ошибка. А ошибка у нас идет по следующей причине. Смотрите, сюда просто было добавлено вот это, то есть от текст ID от OpenAI и стандартный текст, который брали здесь. То есть необходимо вот эти вот две функции. Теперь он работает как от голосового, так и от текстового сообщения. Да? Вот еще раз проверю на 11 марта. Давайте мы напишем. И одно из двух он постоянно берет. Да, и ответил нам. Все, значит, все работает. На 11 марта у вас нет никаких сообщений. Хорошо, значит, проверку он теперь проходит. Сейчас нам необходимо дополнить. Все, проверку он теперь проходит. Сейчас необходимо нам дополнить только создать еще несколько вариантов. Это календарь, который будет отвечать за создание. За создание мы его выбираем. Здесь прописываем, что он будет отвечать за создание. Потом еще один календарь. Прописываем, что он будет отвечать. Что он будет отвечать за удаление, за обновление. Да? И еще один календарь, что он будет у нас отвечать за удаление. Календарь отвечать будет за удаление. Значит, в каждом из них нам необходимо также прописать Event ID. Что мы для этого делаем? Мы заходим, например, в календарь для создания, прописываем, какую задачу он выполняет, создает событие в календаре, выбираем календарь, текстовый календарь, и дальше нужно Start и End. Значит, прописываем функции Start и прописываем функцию End. То есть, что он делает в начале, что он делает в конце. Дальше мы добавляем Description. Описание, вот он, добавляем summary, значит, добавляем summary, давайте summary сначала добавим,
Значит, здесь прописываем summary и прописываем description. Это что-то вроде заголовка и, соответственно, описание. Можно попросить искусственный интеллект сгенерировать, например, за нас все эти данные. Он сам сгенерирует здесь. Очень удобно. Ну, либо прописать. Вот, пиши дополнительные данные о событии. Все, значит, процесс создания у нас готов. Выходим. Значит, дальше процесс обновления. Здесь прописываем календарь. Опять же, тестовый календарь. Здесь вручную. Здесь также напишем редактировать события. Здесь единственное необходимо пройти, чтобы он выбрал ID нашего календаря, для того, чтобы он не редактировал именно то, что необходимо отредактировать, а не все подряд. И здесь также прописываем description, прописываем summary. Вот они. Можно с предыдущего нашего календаря взять. Он должен внести данные в окончание, то есть в summary, то есть в описание. И он должен внести, может внести изменения. То есть мы выбираем параметры, которые нам необходимо изменить. Например, параметры метки, изменение цвета метки, параметры начала, параметры конца. Так, начало, да, вот еще мы не поставили. Также нужно перевести и все. Значит, здесь готово и параметры удаления. Значит, здесь также нужно event ID взять. Можем взять его вот отсюда. Данные по event ID. Здесь вручную. Прописываем ее задачу удаления. Из какого календаря. Текстовый календарь. И что он будет удалять. Например, удалять будет все. Все, окей, save. И теперь мы можем протестировать. Давайте протестируем. Давайте голосовым. Создаем для меня событие на 12 марта с темой запись видео по теме N2, N8, N и использование искусственного интеллекта с календарем Google. Дополнительных деталей можно не вносить. Посмотрим, как он работает. То есть вот он обратился к созданию события. И теперь он должен мне все это отправить и добавить в календарь. Да, вот на 12 число он создал событие. Значит, например, мне необходимо отредактировать это событие. Я ему отправляю текстовое сообщение для того, чтобы проверить, что все реально работает. И прошу его обновить данные по этому событию. По идее, он сейчас должен сюда обратиться. Теперь он обращается к календарю и отправляет, соответственно, нам сообщение. Все, по идее, он сейчас должен обновить событие. Да, событие он обновил на 2 часа. Хорошо. Давайте сейчас попробуем удалить событие. Удали события, которые есть на 12 марта. То есть он проверил и сказал, что на 12 марта у меня нет никаких, на 13 марта, точно. Нет никаких событий. Давайте проверим. Удали события на 13 марта. Нажимаем тест. То есть, видите, он проверил, сказал, что на 12 марта, извини, у тебя нет событий. На 13 марта вот он обратился и удалил событие. Соответственно, то событие, которое мы с вами составляли, оно удалилось. Вот таким вот образом работает эта автоматизация. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если вы не хотите мучиться вот с этой всей настройкой, все находится в телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте лайк. Пока.